Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. И сегодня на обзоре именно что? Ресторан. То есть сюда можно как и с семьей заглянуть покушать, так и со свиданием заскочить. Поэтому давайте-ка мы сегодня, раз у меня есть жена здесь, проверим как раз-таки что-то типа полноценного ужина, как будто бы со свиданием. Тем более у нас с женой недавно был 5-летний юбилей свадьбы. Давайте-ка проверим ресторан настоящий. Ну и перед тем, как начать заказывать, давайте посмотрим менюху. Ресторан X и T по ценам, ну, на некоторые позиции ресторан. А на другие, например, вот мне здесь понравилась позиция лосось под сыром со спагетти. 189 тысяч. По мне, это полноценное, хорошее блюдо. Вопрос, конечно, в размере его, но очень даже неплохо. Также есть и стейки. Вот, например, рибай, австралийский стейк 200-граммовый, 249 тысяч. Ну, на мой взгляд, опять же, неплохое блюдо. Кто-то себе что-то заказывает, девушке что-нибудь другое. Вот, например, здесь мне понравился шейк, манго, персик и маракуйя. 49 тысяч. Очень даже неплохо. Сейчас начнем заказывать. Естественно, начнем с каких-то аппетайзеров, а потом уже перейдем к романтике. Жена сидит, улыбается, да? И винишко, бокальчик тоже возьмем обязательно. Пока несут первое блюдо, давайте попробуем винишко. Туин решила взять красненькое. Ну, я не особый сомелье, а в вине-то я вообще ничего не понимаю. Если я в пиве хоть где-то чего-то как-то, то вино это не про меня. Я могу сказать так, вкусно или нет. Красное сухое. К мясу очень даже. Слушай, вот я на Романа смотрю. Ром, ты в вине как? Разбираешься, нет? По-моему, это урожай 95-го года. А я бы сказал, с северного склона вьетнамского Далата, короче, понимаешь? Вкусненько, неплохо, красно, сухо. По мне, вполне себе бюджетное вино должно быть, по крайней мере. Ничего такого специального я... это не то меню. Специального в нем ничего такого не чувствую. Сейчас узнаем, короче говоря, сколько стоит. А вернее, вы уже знаете, потому что где-то это заранее уже появилось. Дожидаемся первого блюда. Первое блюдо в качестве аппетайзера подъехал сыр бурата с фруктами, набором. Давайте его разрезать, смотреть, как там оно внутри. Ну и пробовать, естественно. Это интересно. Мы относительно недавно пробовали. Там был и бальзамик. Здесь бальзамика нет, потому что здесь подразумевается, что ты пробуешь это с фруктовым вкусом. И вы знаете, это достаточно интересно. Сам по себе сыр нейтральный. То, что внутри, это замес из чего-то дополнительного. То есть бурата по кругу, а то, что внутри, я не знаю, как они это готовили, делали. Выглядит симпатично. Насчет фруктов, ну здесь понятно, драгонфрукт, здесь арбуз, здесь манго, а вот это что, не знаю. Это виноград. Порезанный виноград. Вообще, штука прикольная. Это нежненько, это вкусненько. Тын, а потом и ромка. Надо отметить, что местные здесь сыр, кроме, наверное, вот этого сырка дружба, который идет во все устрицы и прочее, не особенно-то уважают. Мне, с точки зрения достаточно такого прожженного сыроеда, это понравилось. Если классический бурата, вы же знаете, открываешь, а там белая такая жидкая масса, больше на творог похожая, то здесь это отдельный какой-то набор, там сыр порезан на терке, и да, это довольно симпатично. А фрукты дополняют, интересно, потому что сыр-то сам по себе, вы знаете, нейтральный.
Ага. Very yummy. Вкусно. Вкусно. Как я и сказал выше, местные не понимают прикола в сыре, поэтому Тунь такая, да, я не знаю, что сказать по поводу сыра. Хорошо, а с фруктами вроде как и вкусненько. Это отдельный прикол с фруктовым сыром. Вот сейчас, когда мы его чуть-чуть подразмесили, и здесь фрукты тоже дали сок, вы знаете, это отдельно. Это отдельно и совсем не так, когда ты пробуешь, например, ту же бурату с бальзамиком. Роман. Ну, сыр сам по себе очень хороший, но вот с фруктами мне не зашло, потому Дело что вкуса, не согласен. мое. Просто не роман. А мне, кстати, нравится. Мне прям вот подозволять вот эти кусочки сыра во фруктовом соке. В этом что-то есть. И когда ты приходишь в ресторан, ты именно зачастую приходишь за теми блюдами, которые они изображают, которые они придумывают. Да, в этом прикол есть. Ладно, едем далее. А теперь давайте отведаем куриного бургера. Высоченная башня. Окей. Давайте это дело разрежем, посмотрим, как оно внутри. Попробуем. Давайте распилим. Курочку, котлету, очевидно, делают сами. Сейчас фарш заценим. А так, овощички есть, все есть. Что-то соуса не особо видать. Ну, посмотрим, заценим. Котлета куриная хорошая, толстая, мощная. Вкус ощущается. И то, что она в панировке, тоже хорошо. На мой взгляд, сытно, мощно, слегка суховато, но учитывая цену в 59 тысяч, ну, окей. А Рома, как самый главный партизан, сидит, молчит. Кетчупы же присутствуют. Конечно, все есть. Это вот обычный томатный, а также и острый чили. О, вот так и куснуть еще. Ну вот, теперь другое дело. Это чили острый. Все, едем далее. А вот теперь, господа, уже начинаются именно что ресторанные блюда. В данном случае у нас филе тунца в обсыпке и в панировке, плюс салатик. Здесь даже редиска, заметьте, есть с орешками кешью, виноградом. Короче говоря, да, и оливковым-то маслом сбрызнуто. Короче говоря, все как положено. Давайте быстренько и попробуем. Наконец-то ресторан подъехал. Вот так. И вот так. Прожарочка, то, что надо, с овощичками, с маслицем. Да, да, господа. Именно за вот такими вкусами ты в ресторан, ты приходишь. Очень вкусное экстра virgin масло. Замечательный набор овощей, который тоже сбрызнут. Тунец приготовлен просто идеально. Ну, вы сами видите, это прожарка, все дела. И кунжутом посыпано разных видов. Это просто без вопросов. Это кайфово и здорово. Этим я наслаждаюсь. Это, как говорится, мое почтение. Немножко базилика, редисочка, салат. Прекрасный тунец с кунжутом. Отличное сочетание. Вопросов нет, Роман, налетай. Это кайф, это здорово. Это ресторан. А базилик с тунцом — это вообще одно из лучших, на мой взгляд, сочетаний. Вот Ром правильно сделал. С редисочкой, раз вот так вот всю эту башню. Базилика не забудь. И тунец, даже говядина под красное вино, на мой взгляд, замечательно. Роман, у тебя тоже бокальчик. Роман, что скажешь? Я скажу, что я прямо удивлен, потому что настолько вкусного тунца я не помню, когда я даже пробовал. И круто, и красиво, и все здорово. Да, подачу надо тоже отметить. Это симпатичное блюдо, которое ты ешь сначала глазами, а затем грызешь зубами. Сейчас Тунь тоже попробует. Ну, спросим и ее мнение. У нашей высокие европейские материи, может быть, для нее далеки, но узнаем. I don't like tuna, but Так. this one very good for me. I like it.
Пускай кому-то не нравится какой-то вид рыбы, но когда приготовлено вкусно и этот вкус, который тебе заходит, нравится, ну и здорово. Не исключено, что это как раз-таки получается за счет того, что ты накалываешь траву подходящую и так далее, и кунжутик там тоже присутствует, и ты пробуешь, и это полноценное, выверенное, классное блюдо. Ну а мы едем далее. Надеюсь, на этом мы не остановимся. По вкусу, естественно, я имею в виду. А теперь, господа, у нас спагетти с чернилами кальмара и дополнительными морепродуктами. Я вижу креветки, я вижу кальмара и те же самые щупалки кальмара. Что ж, давайте отведаем. Подача шикарная. Блюдо, на мой взгляд, выглядит отлично и замечательно. А, и спагетти-то с соусом. Давайте. Альденте, хрустящие, слегка острые. Неожиданно. Я хочу щупалку. Я смотрю, а почистили ли они клюв? Вроде почистили. Сейчас узнаем. Да, вопросов нет. Самих макарон много. Морепродукты вроде как все в порядке. Давайте заценим креветку. Слушайте, чистится потрясающе. Очень даже. Подзагриленная. Так, а здесь что? Можно так. Хорошая креветка. Не докопаюсь вообще. Прекрасное блюдо. Это именно тот уровень ресторанный, за которым ты приходишь, черт побери, в ресторан. Здорово вкусно. Я вот еще себе кусочек макарошек наверчу. То, что слегка остро, надо предупреждать, потому что такие блюда и... Я знаю, сейчас хейт на меня посыпется, что типа Костян, девушки тоже любят острое. Но нужно писать, что это остренько. А так, да, без вопросов. Здорово, кайфово. Томатненько, остренько. Дополнительный прикол от чернил не особо-то ощущаешь, ну где-то может быть очень тонкие материи, но то, что это вид другой, это однозначно круто. Роман? Да, у креветки панцирь почищен, только голова осталась и хвостик. Они, интересно, как из середины почистили креветку, а голова, хвостик остались. Ну, а почему бы и нет? Я, может быть, не очень люблю такое, знаете, когда все-таки руками приходится залезать в блюдо. Ну, не мое. Но, тем не менее, да, здесь предварительная почистка, скажем так, присутствует. Роман? Да, и здесь тоже очень круто. Мне очень понравилась остринка в макаронах. Прямо шикарно. Да, это слегка необычно. Да и по вкусу все супер. Морепродукты? Морепродукты отличные. Да. Ресторанный уровень? Да. Ресторанный уровень. Ладно, отдаем, как говорится, в зал, пускай Туин тоже попробует. Захочет что-то сказать, скажет. Она не хочет. Ну да, макароны и местные это отдельно. Вот лапша другое дело. Кто-то сейчас мне скажет, типа, Костян, ты вообще с женой на романтик пришел или что, сам все с Ромкой съел? Сейчас будет и романтик. Мясо, надеюсь, ей понравится. Особенно под бокальчик красного вина. А у нас, оказывается, перед финальным стейком присутствуют еще одни макарошки в виде карбонары. И, ну, подача отличная. Жидкий желток здесь у нас посередке присутствует. Давайте его туда замешаем, пока горячие макарошки, он быстренько свернется, и это будет дополнительный интересный шанс. По подаче к карбонаре у меня претензий нет. Давайте еще сверху кусочки мяска. Вот так. Ну, это отлично. Это здорово и вкусно. Что за мясо? Такое впечатление, что слегка грильное. Интересный вариант. Обычно, вы же знаете, там бекон или там грудинка порезанная. В общем, вот это вот все. К макарошкам претензий не то, что нет, они замечательные. Это так же, как и в предыдущем варианте. Классно, здорово сваренные макарошки, альдентовские. Длинная какая штука, ничего себе.
Да, в общем-то, я особо не докопаюсь. Единственное, что можно было, знаете, кустики базилика сверху положить и, может быть, где-то еще отдаленно мятый. Это та карбонара, за которой ты приходишь в ресторан и которую хочешь попробовать. Роман, я тунь даже предлагать не буду. Хотя нет, она же карбонару ты же любишь. Do you like карбонара? Ну вот, кивает головой. Так что карбонару сейчас попробуем. Роман, ну, прежде всего, твое мнение по поводу карбонары. Я полностью доволен, это отличная карбонара. Ну, короче говоря, ресторан есть ресторан, и они здесь планку, слава богу, не понижают. То есть, знаете, никаких тебе сливок, там, дополнительных, еще чего-то. Это действительно карбонара на желтках, все с ней в порядке, ровненько, здорово. По поводу мяса, вот, которое там, мне показалось, грильный вкус такой, да, немножко? Да, что-то есть такое. Ну, это ребят вольны делать как угодно, потому что вариантов, какое мясо ты туда напихаешь, его очень и очень много. Well, what about just the taste? Do you like it or what? Жует. Подожди, говорит. Так ты подожди, следующую вилку-то есть. Wait to eat next, say your opinion. А то она уже наворачивает, следующее такое. Ребят, все. Все, теперь еще мы на 2 минуты пропали, а целую вилку затащила. Ладно, посидим, подождем мнение. Not so Not so fat. fatty, ага. You mean parmesan, not enough cheese? Может быть, может быть. Если он там вообще есть. Я, честно говоря, да, вот Тунь, спасибо, она обратила внимание. Обычно пармезанчиком посыпают. Здесь, может быть, где-то он присутствует. Ну, если есть, исключительно номинально. А в целом, do you like it? Да. Едем далее. А вот он и самый главный стейк на сегодня. Ну что ж, в прожарку очевидно попали. Это обычный медиум, что меня не может не радовать. Овощички в наличии. Черный перечный соус. Все как обычно. Давайте быстренько чуть-чуть макнем и попробуем. Перечный соус сразу чувствуется. Острота черного перца такая хорошая. Это отличный стейк. По поводу овощичек. Прикольные морковочки. А вот с овощами, похоже, все в порядке. Морковка отличная. И похрустеть, и подгриленная. И капуста тоже в порядке. Мясо отличное, пюрешка слегка подкачала. Роман, налетай, я знаю, ты тоже любитель стейков. Тебе понравится, однозначно прожарка хорошая. Мясо мягкое. Соус, на мой взгляд, даже, может быть, где-то слишком ядреный. Потому что он настолько мощный перечный вкус имеет, что прям острота такая. Но она недолгоиграющая. Вы знаете, когда ешь какой-нибудь суп там или еще что-то, и ты горошинку перца раскусил, вот это острота. Так что ничего особенного. С мясом все в порядке. Прожарка отличная, мясо мягкое, без вопросов. Овощи приготовлены замечательно. Острый, достаточно острый, мощный соус. Собственно, Роман. Я доволен вкусом, доволен тем, что они в прожарку попали. Молодцы. Но сама говядина мне показалась чересчур Это что-то австралийская. жесткая какая-то. Прям Это не очень. новозеландская и не американская. Это Ну, австралийская. Я бы на их месте заменил бы говядину. Поставщика говядины. Хорошо, мы сейчас разговариваем с Романом достаточно о тонких материях, как вы понимаете, потому что австралийская, да, она в принципе пожестче. Это правда, поэтому когда ты читаешь, допустим, стейк из какой говядины, зачастую приходится уточнять. Американская супер мягкая, отличная, здорово. Ну, американцы, да, грешны тем, что выводят специальные какие-то, значит, виды там коров, ровно так же, как и японцы со своим вагю. И Новая Зеландия. Тоже замечательная, отличная говядина. Что же касается австралийской, это так где-то посередине находится. Короче говоря, стейк очень даже, ребят, неплох. Если не удаваться как Роман, тонкие материи. Вкусный сочный стейк с красным вином. Начали вроде бы
как-то туда-сюда. А остальные блюда прекрасные. У меня вопросов нет. А нам сказали, у нас еще и десерт будет. А вот и десертик подъехал. Один из них горячий. Это я не знаю, тут с карамелькой сверху, еще что-то. Я даже не знаю, это сырно-творожная какая-то масса такая интересная. Сладкая, прикольная. Вы знаете, учитывая, какой я сладкоежка, я могу сказать следующее. Вкусно? Да. Сладко? Да. Это как крем с пирожного какой-то на поверхности. Короче говоря, на мой взгляд, это что-то навстречу такому чизкейку. На вкус, да, замечательно и здорово. Роман, сейчас тоже попробуешь. Давай вот эту еще штуку. Что-то шоколадное, очевидно. Давайте. Откроем. И что же это у нас? Естественно, шоколадное. Какао, прям какао чувствуется. А что вот это за штучка с мятой тут такое? Слушайте, мята классно подходит сюда. Действительно здорово. Шоколадный, интересный, вкусный десерт. Слоеное какое-то тесто, только не хрустящее, знаете, такое мягкое. Я не очень сильно понимаю в десертах, поэтому и часто я их не заказываю, потому что я могу описать вкусно. Это хорошее шоколадное пирожное. Вкусное, да. Это по типу чизкейка, знаете, как сырный жульен, сладенький, прекрасный, и мне понравилось. Но если бы я заказывал жульен, вот сколько, десерт, вот сколько я сейчас съел, это максимум того, что я из сладости могу съесть в принципе. Мне просто больше сладости не требуется. Ром, кусочки тоже пробуй и отдадим самой главной сладкоежке. Вот вьетнамцы и сладкоежки, это, считай, синонимы. Это правда. Туина же тоже все попробовала. Прежде всего, Роман. Ну, чизкейк. Назовем его так, да. Ну да. Жульен чизкейк, да. Вроде вкусный, прикольный. А вот этот шоколадный хлеб, слишком уж он хлебный. Обычно вот они намного больше пропитаны, знаешь, такой вот ромовый пропитка. Нет, это какой-то. отдельный десерт. Здесь я за десерт вступлюсь. Так Рома... не, я не говорю, что это плохо, это хорошо, просто я люблю, когда он более пропитан вот этой вот ромовой пропиткой, потому что чувствуется аромат, он Ну, присутствует. нет, здесь просто по-другому приготовлено. Это просто по-другому. Ты не ромовую бабу и ешь в данном случае. Я немножко заступлюсь за этот десертик. И то, и другое вкусно. На мой взгляд, много я вот все равно не съем один вот такой кусочек, но мне все понравилось. Ну и теперь узнаем мнение самой главной сладкоежки. So, my love, what's your opinion about dessert? Это вкусно, вкусно, вкусно. А, вот так вот. Нам и по-русски сразу же ответили. Это вкусно, вкусно, вкусно. Both of it, right? Да. Да. Да, вот такие интересные здесь блюда. Давайте подведем итог. Где-то косячки имеются, а где-то и прям ресторан. Как я уже и сказал, это именно что ресторан. Это вам, знаете ли, не стритфудная забегаловка. Во-первых, здесь и отдельные комнаты есть с кондиционерами. Вот, например, одна из них, где ты можешь полноценно сесть, нормально провести свой романтический, допустим, ужин. А внутри, там, где мы сидели, там ты под открытым небом, и тебя везде продувает. И это если ты, знаете ли, не стесняешься теплой либо жаркой погоды. И мне очень понравилось, что у них есть отдельно барная стойка. Если захотелось, то, пожалуйста, вот можно и там сидеть, там тоже под кондеями и так далее. Так что в плане мест, где ты можешь разместиться и комфортно посидеть, мне полностью устраивает. Потому что есть залы, есть свободные места. Отлично и здорово. Что же касается блюд, ну да. А как всегда, ты приходишь, и чтобы прям все идеально, ну такого, я думаю, что и нигде ты особо не встретишь. Тунец прекрасен, стейк хороший, да и, в общем-то, остальные макарошки, карбонары и инксквида с чернилами кальмара
тоже все здорово. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Можно со своей половинкой заскакивать. Всем привет, с вами Костян. Мы... Что это было? Туина ставь. Она еще не пробовала. Пюре пресное, да. Рома как такой будто- сразу такой попробовал, что это такое. Как будто ребенок готовил. Что это такое, да. Пюре неудачное. Я был более аккуратен, Рома аж скривила. Ну ладно.